Первая сводка ноября и последняя до выборов президента США. Важного момента в истории войны, от исхода которого зависит, по какому направлению будут развиваться дальнейшие события. Сегодня 3 ноября. С вами, как всегда, Руслан Левиев. Всем привет. За прошедшую неделю все основные изменения происходили на 3 соседствующих направлениях фронта. Это Покровская, Кураховская и Угледарская. Как я и говорил на прошлой сводке, ожидаемо город Селидово за прошедшие дни полностью перешел под контроль российских сил. О причинах этого мы с вами поговорим чуть позже. К западу от Селидова был захвачен поселок Вишневое, а к югу есть продвижение со стороны Сукурина в сторону поселка Новодмитровка. Кураховский карман продолжает быстро схлопываться. После захвата города Горняк российские военные взяли под свой контроль село Зарянное и большую часть поселка Кураховка. Учитывая карту линии фронта на этом участке местности, понятно, что в ближайшее время будут захвачены расположенные рядом поселки Александрополь, Волченко и Ильинка. Как мне видится, цели российских войск здесь – обойти Кураховское водохранилище с севера и выйти на район поселков Дачная и Андреевка. Именно там проходит трасса Н-15, идущая от города Запорожья до самого Донецка. Она является ключевым объектом снабжения города Курахова, который с севера защищен тем самым Кураховским водохранилищем. Судя по картам различных исследователей, город представляет из себя укрепленный район. Около него много фортификационных сооружений, окопов и противотанковых рвов. Атаковать его в лоб, например, с востока, двигаясь от села Максимiliaновка, сложно. Поэтому принципиальная задача – перерезать трассу снабжения города Курахова, вынуждая украинские войска покинуть укрепленный район. Этой же целью объясняются действия российской армии на юге Донецкой области, в Угледарском направлении. В давних сводках после захвата Угледара я говорил, что, скорее всего, дальнейшие атаки пойдут по направлению от села Богоявленко на север в сторону Курахова. В итоге было решено пойти еще более широким фронтом. И поэтому, помимо продвижения от захваченной Богоявленки в сторону Трудового, мы видим продвижение и чуть западнее, где захвачены села Новоукраинка, Шахтерская и поселок Ясная Поляна. С этой южной части фронта российские военные точно так же хотят дойти до трассы Н-15. Почему же так быстро был захвачен Селидово? И с чем связано продвижение России по населенным пунктам? Во многих интервью я говорил, что города оборонять проще, потому что каждое бетонное или кирпичное здание представляет из себя потенциальную огневую точку, готовое фортификационное сооружение. Можно просто взять боевой устав сухопутных войск, открыть раздел «Оборона в городе» и вот прям по учебнику готовиться. Выделяйте по роте или батальону на квартал, выбирайте особо прочные угловые здания с полуподвальными или подвальными помещениями, обеспечивающими возможность обстрела улиц и площадей. Из них делайте опорные пункты, а в промежутках между опорными пунктами устраиваете баррикады, заграждения, разрушения и завалы, подступы к которым должны быть заминированы и простреливаться фланговым и перекрестным огнем. Создается круговая оборона, которая с должным обеспечением может держать позиции очень долго. Тут даже не так много бронетехники надо. В первую очередь нужны солдаты с пулеметами, беспилотниками и противотанковыми ракетными комплексами. Это если коротко. Но это все работает, если у вас есть достаточное количество ресурсов. И в первую очередь личного состава. Что же происходит в условиях дефицита личного состава? В этом случае город сильно осложняет ваше положение. Его становится удерживать куда сложнее, чем поселок или даже поле с лесопосадкой. Происходит это потому, что при недостатке людей вы не можете контролировать подход врага к жилой застройке, организовать опорные пункты с простреливаемыми улицами. И в итоге все эти жилые дома, которые являются квазиукреплениями, играют на руку атакующим. Потому что уже атакующая сторона забегает в эти здания и превращает их в свои огневые точки и опорные пункты, откуда выбить их потом совсем непросто. Как правило, ширина улиц небольшая, что позволяет атакующим силам быстро перебегать из дома в дом, обходя вас с флангов и заходя вам в тыл. И здесь не особо помогают беспилотники. В жилой застройке даже из беспилотников сильно хуже видно пространство вокруг. Тепловизоры не видят сквозь стены зданий. Большинство бетонных и кирпичных зданий не пробивается стрелковым оружием, но даже танком их не так просто разрушить. А пока вы передадите наводку на дом какому-нибудь расчету артиллерии, солдаты врага уже быстро перебегут в следующий дом. Сравните это с полем или лесистой местностью. На природе с беспилотника вы видите ситуацию на много километров вокруг.
Даже если ночь и атакующие силы укрываются в лесопосадках, вы легко видите их с помощью тепловизоров на дронах, что уже перестало быть какой-то супердорогой и дефицитной вещью. Когда противник атакует вас, двигаясь через поля с лесопосадками, у него намного меньше возможностей укрыться где-то, спрятаться. Поэтому и получается, что даже в условиях дефицита личного состава такие открытые пространства удерживать намного легче, чем города. И поэтому даже может возникать такой парадокс, когда мелкий поселок с 2 улицами удается удержать намного дольше, чем город с капитальной жилой застройкой. Эта городская застройка многократно мультиплицирует влияние фактора нехватки личного состава. Поэтому такие города, как Селидово, падают так быстро. Обратите внимание, что когда вы встречаете очередное видео, где FPV-дрон бьет по бронетехнике или солдатам, практически всегда это происходит где-то в полях или лесопосадках. Почти никогда в черте крупных населенных пунктов. Когда-то в августе или сентябре я объяснял вам, почему считаю, что Курскую операцию начали слишком рано, и как на последней фазе операции можно было бы завести на захваченной территории стрелковые батальоны для обороны взятых позиций. Повторю основную мысль, которую высказывал уже и сегодня. Для обороны так уж прям много бронетехники не требуется. Нужны люди, нужны пулеметы, беспилотники и противотанковые средства. И вот проблему нехватки личного состава никакой помощью Запада не решить. В этом сейчас основная причина отступлений. Что касается Курской области, то мы по-прежнему не видели фактов участия северокорейских солдат в боях. По новым данным западных чиновников, называется цифра уже 8 тысяч солдат КНДР, находящихся в Курской области. Также появились новости, что в Россию прибыли северокорейские генералы. А именно, командующий войсками спецназначения Ким Йон Бок, руководитель главного разведывательного управления КНДР генерал Ри Чхан Хо и руководитель главного оперативного управления Син Кум Чхоль. Помимо этого, в Россию прибыло порядка 500 северокорейских офицеров. Так что пока все действительно выглядит так, что они будут воевать отдельным соединением, таким экспедиционным корпусом под командованием северокорейских офицеров и генералов. Беспилотные технологии не стоят на месте. Гонка умов продолжается. Российские инженеры придумали алгоритм для разведывательных беспилотников, благодаря которому они обнаруживают попытку перехвата дроном-перехватчиком. В такой ситуации российский разведывательный беспилотник выполняет маневр уклонения, резко с креном уходя в пикирование. С другой стороны, украинские инженеры обнаружили уязвимость в этом механизме. Оказалось, что контролируется только верхняя полусфера над беспилотником. Если же перехватывать его снизу, то российские беспилотники не видят опасности. Также одна из российских компаний продемонстрировала свой вариант дрона-перехватчика с автозахватом цели по тепловой сигнатуре. Концепт выглядит в виде ручной катапульты, с помощью которой оператор беспилотника задает изначальное направление попытки перехвата. Затем пущенный беспилотник обнаружит по тепловой сигнатуре в небе цель, захватывает ее и атакует, догоняя. Наверняка у вас возникает вопрос: а какая тепловая сигнатура у электрического беспилотника? У него же нет двигателя внутреннего сгорания или реактивного двигателя. Неужели у дрона-перехватчика настолько хороший тепловизор, что он успешно захватывает небольшой нагрев аккумулятора и моторчиков беспилотника? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Но на продемонстрированном видео все выглядит так, будто это действительно работает. На тему беспилотников отмечу новость, которую сейчас разгоняют российские федеральные средства массовой информации. Со ссылкой на Следственный комитет России заявляется, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на подворье женского монастыря в Курской области, в результате чего погибло 2 человек. На продемонстрированных видеозаписях мы действительно видим разрушенные постройки монастыря. Что особенно важно, мы видим много следов пожара. А сами кадры сняты уже сильно позже того, как пожар был потушен. Подобные кадры очень сложно анализировать нам, сторонним исследователям, потому что по ним невозможно определить, какие разрушения причинены боеприпасом, а какие – пожаром. Очень часто последовавший после взрыва пожар причиняет намного больший ущерб, чем боеприпас. И даже непонятно, а был ли беспилотник? Я это говорю потому, что наша команда уже долгое время ведет отдельные сводки по обстрелам гражданской инфраструктуры обеих сторон и потерь среди мирного населения. У нас есть много накопленных историй, когда на приграничных территориях в результате боевых действий погибали гражданские, разрушались жилые дома, а местные власти автоматически это приписывали к действиям украинских беспилотников. Это стало шаблоном для заявлений региональных властей. Если где-то обнаружат разрушения, погибших, то даже если не находят каких-нибудь обломков беспилотника, то все равно автоматом списывают это на атаку украинского беспилотника. Деревня Дурово-Бобрик, где произошли эти трагические события,
находится в 10 километрах от передней линии фронта. На таком расстоянии от фронта в принципе не должно быть гражданских. В полномасштабной войне обеими сторонами применяется не только высокоточное оружие. Плюс в 10 километрах от фронта много где можно найти военные цели, связанные с тылами одной из воюющих сторон. Так что шанс попасть, что называется, под шальную пулю, а в данном случае под шальной снаряд, крайне высок. Поэтому я с самого начала и твержу, что из всех таких опасных районов надо принудительно отселять всех гражданских. И делать это нужно было еще в феврале 2022 года. Возвращаясь к вопросу техники, стоит обсудить заявление Владимира Зеленского о том, что на данный момент Украина способна производить по 20 самоходных артиллерийских установок «Богдана» в месяц. Он уже заявлял такое в начале октября. И вот повторил свое заявление снова, после новостей о том, что часть финансовой помощи от Запада пойдет на финансирование оборонного производства Украины. Несмотря на то, что я вам только что рассказал про гонку технологий в сфере беспилотной авиации, нынешняя война по-прежнему является артиллерийской. Тут уровень людских потерь, который приносят беспилотники, не сравнится с уровнем потерь от артиллерии. Простой пример. Если идет группа солдат, и в нее прилетает FPV-дрон, то один солдат наверняка погибнет. Остальные смогут разбежаться. Максимум их легко заденет какими-нибудь осколками. Если же прилетает артиллерийский снаряд, например, 155-го калибра, то в радиусе 20 метров всем конец. Поэтому производство артиллерии, в том числе самоходных артиллерийских установок, очень важно. Даже про танки я много раз рассказывал, что в нынешней войне танковых сражений практически не бывает. И в основном танки работают как эрзац-артиллерия, стреляя с закрытых позиций. Согласно данным проекта «Орикс», чьи волонтеры занимаются подсчетом визуально подтвержденных потерь обеих сторон на войне, на данный момент зафиксировано 11 потерянных «Богдан». Это за все время полномасштабной войны. Понятно, что не все попадается на видеозаписи, поэтому потерь может быть больше. Но даже если их вдвое больше, это все равно покрывается одним месяцем производства. По крайней мере, если верить словам Зеленского. И за год выходит 240 новых самоходок «Богдана». Для сравнения, за эти 2 с лишним года разные страны поставили Украине в совокупности 58 панцергаубиц, то есть других известных на этой войне самоходок того же самого 155-го калибра. Проблема пока в производстве снарядов для всех этих стволов. Американская оборонка пока отстает от запланированных объемов. С чешской инициативой по закупке боеприпасов вне Евросоюза тоже какие-то проволочки возникли. Поэтому сейчас с фронта часто передают сообщения о дефиците боеприпасов. Не первый раз в западной прессе возникают статьи о том, что якобы Россия и Украина то ли готовятся к переговорам о сокращении взаимных обстрелов, то ли ведут их при посредничестве Катара. Подразумевается, что в случае успешности таких переговоров Россия перестанет бить по энергосистеме Украины, а Украина перестанет атаковать объекты нефти- и газоперерабатывающей отрасли. Пока что признаков этого мы не видим. За прошедшую неделю мы видели российские атаки по украинским подстанциям в Сумской области и наоборот, украинские атаки по нефтепредприятиям в Башкортостане и Ставропольском крае. Еще более удивительными были атаки на российские спиртзаводы, производящие пищевой спирт. Никакого влияния ни на войну, ни на военную промышленность это не окажет. Догадываюсь, что сейчас все начнут отвечать мне справкой из Википедии, которой мне множество комментаторов отвечало все эти 2 недели, что якобы спирт используется в авиации. Нет, не используется. С советских времен использование спирта в самолетах свели практически до нуля. Есть даже такая байка, что когда советских летчиков переобучали с МиГов-21 на МиГ-29, то они называли его «сухой». Как раз потому, что в этой модели уже отказались от использования спирта в технологических системах. Кто-то вспомнит про антиобледенительные жидкости, но в качестве таковых в авиации давно используются различные растворы гликоля, который производится из этиленгликоля, который, в свою очередь, производится из этилена, а не спирта, уже десятки лет. Кто-то скажет про обслуживание электрики. Но там, во-первых, мизерное количество используется, а во-вторых, там давно уже переходит на изопропиловый спирт, который производится на нефти- и газохимических заводах, а не спиртзаводах. Кто-то нагуглит сейчас строчки про то, что спирт используется в производстве пороха, нитроцеллюлозы и взрывчатки. Да, но он там не является расходником. Еще в 50-х годах придумали метод ректификации, при котором спирт не испаряется, не теряется. То есть он циркулирует в замкнутом пространстве. Вам не нужен его постоянный приток для производства.
Так что можно уничтожить 2/3 всех спиртзаводов России, и этого никто ни в производстве пороха, ни в оборонной промышленности, ни на войне не заметит. Единственный, кто это сможет заметить, пожалуй, это Дмитрий Медведев, когда увидит, что водка подорожала. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами через 7 дней. Пока.